Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема сегодняшнего расклада – события декабря «4 королевы». Как проходит этот расклад? Конечно, здесь вы выбираете свою позицию по своей стихии. Королева мечей – воздушный знак по Солнцу или по асценденту. Это у нас Близнец, Весы, Водолей. Королева кубков. Кстати, вы можете посмотреть и асцендент, и восходящий знак. Королева кубков, рак, рыба, скорпион, солнце или асцендент. Королева жезлов, овен, лев, стрелец. И королева пентаклей, телец, дева, козерог, солнце или асцендент. Выбирайте, определяйтесь. Я вам даю секунду для выбора позиции, хотя я думаю, что каждый из вас знает свой гороскоп. Кстати, многие выбирают королеву именно по той стихии, в которой они сейчас находятся. Если вы чувствуете, что вы сейчас рассудительны, холодны, вы не принимаете решения на чувствах, то вы королева жезлов. Если вы активны, вы королева мечей. Если вы активны, если вы вперед из песни, да, принимаете решения, полагаясь на какие-то импульсы, то вы королева пентаклей. Если вы долго думаете, если вы все взвешиваете или пытаетесь посмотреть на результат, может быть, попросить совета, получить знания, то вы королева пентаклей. Ну а королева кубков, она все делает на эмоциях. Если в последнее время вы эмоциональны, вы хотите любви, для вас это главное, значит вы королева кубков. То есть так вы тоже можете выбрать свою позицию. Ну, конечно же, по традиции обычно выбирают именно по гороскопу. Ну что, я думаю, что вы уже сделали свой выбор, и мы можем приступать к королеве мечей. Кто не успел, просто ставьте видео на паузу и выбирайте в более спокойной обстановке. А я просто уберу всех наших королев в стороночку. Так, расклад мы делаем быстро, четко. Выкладываем события декабря. Прогнозы на декабрь уже на канале, поэтому я не думаю, что здесь хорошо. Мы будем копаться долго. А мы просто посмотрим. Важное событие. Вот конкретно важное событие декабря. Что произойдет? Ух ты. Сейчас будем смотреть, с чем это связано. Итак, ну вы прям в своей стихии, вы посмотрите, прям выпадаете королевой мечей. Однозначно. Исполнится какая-то ваша важная мечта по поводу работы, продвижения или карьерного роста. Вы можете или начать обучаться и получать определенные знания для того, чтобы повысить свою квалификацию, или же вам предложат некую руководящую должность, которая поможет вам, если честно, проявить свои знания, свой опыт, продемонстрировать, может быть, какие-то важные свои качества, да, то есть руководящая должность – это не просто так. Руководящая должность – это когда человек берет на себя ответственность, а это должна быть уверенность, это должен быть оптимизм, это должен быть четкий взгляд на ситуацию. Здесь уж точно не приходится расплываться в эмоциях. Человек все контролирует, человек принимает решение, полагаясь на свой разум, на свою логику. Также это быстрое решение проблем, то есть только руководящий сотрудник может очень быстро находить выход из тупиковой ситуации для того, чтобы коллектив выполнил именно решение этой задачи. Да? То есть она дает идею или он дает идею, а коллектив это выполняет. Но человек должен ориентироваться очень быстро. Поэтому очень часто говорят, да, я хочу руководить, но иногда люди просто не готовы к этому. И Вселенная очень часто пытается оградить таких людей, может быть, от каких-то должностей, которые требуют большой ответственности, от должностей, которые, например, с которыми вы не справитесь. И вот бывает очень часто, что человек пытается что-то добиться, он вкладывается, но дело в том, что он никак не может этого добиться. Почему? Да потому что, возможно, это не ваше, то есть подумайте, готовы ли вы к этому и так далее. Но вот в вашем случае, да, человек готов к повышению,
готов к развитию, к масштабированию. Кстати, туз жезлов для многих может проиграться именно та идея, которую вы вынашивали длительное время. И вот пришло время реализации, то есть в декабре вы получите информацию, новость по поводу того, как реализовать себя в той или иной деятельности или как получить желаемое. Кто ищет работу, однозначно найдете работу. Кто хотел создать свой бизнес, у вас появится шанс и возможность это сделать. Ну, например, вам поступят какие-то важные предложения, вы можете познакомиться с важными людьми, вы можете завязать какие-то очень важные контакты. Давайте посмотрим, к чему приведет это событие. К победе. Победа после тяжелой борьбы. Это когда, наконец, я вышел на новый уровень. Это когда в моей жизни начинается новый этап. Это когда я что-то изменил. Но здесь человек изменил благодаря своим усилиям. Благодаря тому, что искал информацию, обучался, может быть, пытался прорваться благодаря каким-то советам, обмену информацией и так далее. То есть бывает такое, даже вот в Ютубе, например, многие сидят, да, и начинают копировать с других каналов именно то, что идет, именно то, что дает возможность подняться. И это не говорит о том, что это плохо, нет. Это способность человека все-таки ухватить то, что приведет тебя к успеху. И перенять знания – это даже, в принципе, очень даже мудрое решение. Почему? Потому что зачем учиться на своих ошибках, когда можно посмотреть и, как говорится, скопировать. Ну, конечно, не в точности, внести свою изюминку, но все равно идею можно, да, перенять. Вы знаете, здесь вы как будто бы защитите свою работу или же эту сферу работы, карьеры, профессиональной деятельности и обретете некую стабильность. Да, здесь решаются какие-то кризисные моменты. То, что было в паузе, то, на что у вас уже, если честно, может быть, не хватало сил. Вы, может быть, уже в чем-то разочаровались, а на что-то махнули рукой. Но дело в том, что не перестали бороться и дали себе еще один шанс. И, между прочим, вот именно этот последний шанс и приведет вас к успеху. Ну что, королева мечей, я вас поздравляю, в вашей жизни происходит прорыв, развитие, масштабирование или возможность создать или реализовать себя в той или иной сфере, касаемо именно работы, но у кого какая, да, кто-то на постоянном месте хочет прорваться, кто-то хочет найти новую работу, кто-то хочет, может быть, развиваться в другой сфере или обрести вообще новую профессию. Вот у вас это получится. То, что у вас в голове, вы это реализуете. Ну что, удачи вам, всего вам самого хорошего. Так что декабрь, готовьтесь, вся концентрация на работе. Кстати, для соискателей, но только для тех, кто ищет и прикладывает для этого все усилия. Вы найдете выгодное место работы, которое просто вас порадует. И, между прочим, вам сделают очень-очень хороший длительный контракт, где у вас появится также и возможность карьерного роста. Ну что, удачи, всего самого хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. Так, королева кубков. Смотрим. Так, королева кубков, все ли видно? Я думаю, что да. События декабря. События декабря. Что произойдет в декабре? Мы смотрим четко одно событие, коротко и ясно. На что вы будете обращать внимание, в чем будет ваша концентрация, что принесет вам, возможно, успех и так далее. Может быть, что-то нужно решить. Пришло время как раз для решения этого вопроса. Так, какая-то карта перевернулась. Ага. Все, давайте, готова колода. Подснимемся и поехали. Расклады на декабрь мы уже делали. Кстати, в конце недели выйдет еще зима. Так, сразу открываем. Но здесь вы явно не в своей стихии. Почему? Потому что здесь королева кубков у меня в
королеве мечей. То есть я анализирую, я боюсь обмануться, я боюсь сделать неправильный шаг в том или ином направлении. Да, у вас будет какой-то разговор, какие-то действия. Мгм. Мгм. Но здесь вы будете копаться больше в себе, если честно. Королева кубков явно будет находиться у нас в стихии королевы мечей, то есть это когда мне надо подумать, когда мне нужно принять решение или вообще что-то понять для себя. Почему? Почему, например, я в одиночестве? Почему я не могу построить нормальные отношения? Почему я закрываюсь? Почему я боюсь? Почему я предпочитаю, например, да, быть одной, чем дать себе возможность с кем-то познакомиться, да. Также здесь можете обдумывать ситуацию о том, чтобы начать работать на себя. Ну, то есть отшельник, понимаете, это независимость, отшельник – это самостоятельность, отшельник – это когда я сама, это когда я полагаюсь только на мои силы. Может быть, у кого-то здесь решение будет принято, да, по поводу того, чтобы уйти из каких-то отношений. Почему? Потому что они вас не устраивают. Но тогда вам нужно самостоятельно решать все проблемы. И вы будете обдумывать. Вот весь декабрь вы будете обдумывать. Справлюсь, не справлюсь. Почему? Да потому что здесь у нас тройка жезлов, а тройка жезлов – это что? Это когда мы выходим из бездействия, когда мы делаем первый шаг в новом направлении. То есть двойка жезлов – это мы бездействуем, мы думаем, мы все взвешиваем, мы пытаемся понять, делать, не делать, нужно, не нужно, да, хотим, не хотим, получится ли не получится. Но тройка жезлов – это первый шаг в новом направлении. И вот здесь у вас одни мечи. Во-первых, семерка мечей. Очень много страха, страх самообмана. А не обманываю ли я себя? А получится ли, не получится, да? По отшельнику даже кто-то будет пытаться, ну, если честно, да, попросить совета. Кто-то будет обращаться, может быть, к тарологам, психологам, к эзотерикам, да, для того, чтобы разобраться с этой ситуацией. Не все, но кто-то будет. Кстати, для личных консультаций номер на экране или под описанием видео. Так, давайте все-таки посмотрим, почему вы так боитесь и к чему приведет вас вся эта ситуация. Ну, здесь вы по дьяволу, здесь очень много страхов. Весь декабрь у королевы кубков будет направлен на то, чтобы перебороть какие-то страхи, дать себе возможность изменить свою судьбу. Но смотрите, честно могу сказать, здесь может быть любая сфера. Например, самостоятельно зарабатывать деньги, например, пойти поработать, например, создать какие-то отношения. Но дело в том, что то ли вы этим не занимались никогда, ну, например, бывает такое, что женщина всю жизнь посвятила себя семье, деткам, да, и она понимает, что в этой сфере, конечно, она профессионал, но вот в других у нее не совсем хватает опыта. И вот как будто бы детки уже-то выросли, и вроде бы каждый сам по себе, и вы остаетесь как будто бы не при делах. И вы понимаете, что вам нужно чем-то заняться, найти себя в какой-то сфере, может быть, пойти подработать, может быть, просто переключиться. Не потому что там, например, денег не хватает, хотя это тоже может быть, а потому что это новый интерес, это новые взгляды, это новые люди, это знакомство с новыми людьми, это развитие, это как будто бы переключиться на что-то другое. Но вам страшно. Вот вам страшно. С одной стороны, есть идея, есть желание даже, но очень страшно. Страхи – это по дьяволу. Страхи – это то, что нас ограничивает. Страхи – это когда приходит к нам какой-то чертенок, да, и на ушко нам шепчет: а ты не справишься, а у тебя не получится, да куда ты лезешь, да у тебя опыта мало, да кому ты нужна и так далее, понимаете? Бывает и такое, что и в отношениях один раз ошиблись, не получилось, и потом мы боимся завязать новые отношения, хотя опыт-то уже есть, и мы знаем, как вести себя в отношениях, чтобы не совершить-то ошибку, да? А страшно, а вдруг опять сердце разобьет, тем более королева кубков у нас очень эмоциональна. Она все очень близко к сердцу принимает, она на самом деле растворяется в чувствах. И когда кто-то
Когда кто-то на самом деле использует эти чувства, оно очень долго не может исцелиться. Вот здесь как будто вроде как исцелились, но с другой стороны боитесь сделать первый шаг. Но что хорошего? Хорошего здесь то, что паж жезлов и все-таки тройка жезлов, у вас будет возможность что-то изменить. Кто-то, может, пойдет искать работу, кто-то, может, пойдет обучаться, кто-то будет как-то пытаться с кем-то познакомиться, завязать отношения, с кем-то общаться. Ну, то есть вы прям конкретно, да, сделаете небольшой, маленький шажочек в нужном направлении, и вы останетесь довольны. Кстати, по умеренности вас это вдохновит, вам это понравится, и вы будете чувствовать себя более комфортно. Хорошо, еще что еще расскажут карты? Ну да, здесь перемены. Перемены, которых вы так боялись, но сделав маленький-маленький шажок, да, вы поймете, что, между прочим, это вас вдохновляет. Кто-то, может, заведет себе новых друзей, кто-то, может быть, выйдет в общество, кто-то начнет, но здесь явно вы идете к своей цели, и это вас будет наполнять, заряжать определенной энергией. То есть в декабре, вот конец декабря вам принесет возможность исполнить какую-то мечту. И, между прочим, вы обретете некую уверенность и веру в себя. Вот о чем это. Но честно могу сказать, у каждого проблема своя. Вот то, что я вам перечислила ранее. Вот подумайте, что для вас важно, что вас так сильно пугает. Вы знаете, как будто бы человек здесь прям войдет в свой страх. И это будет самым правильным решением. Почему? Да потому что именно в наших страхах наш успех. То есть если мы хотим добиться успеха, мы должны пойти именно туда, чего мы боимся больше всего. Ну что, удачи вам, ставьте «принимаю», «забираю». Мы обязательно встретимся в новых видео. Кстати, сегодня вышло небольшое видео на неожиданные события. Кому интересно, смотрите, наслаждайтесь. Коротенькое, четкое и ясное. Так, смотрим. События декабря. 4 королевы. Королева жезлов. Королева жезлов у нас огненная стихия, Овен, Лев, Стрелец, Солнце или асцендент. Мы смотрим прям одно событие или сферу, на которую вы обратите внимание в декабре. Так, 5 карт. Королева жезлов. Королева жезлов будет решать свои финансовые проблемы. У вас появится то ли дополнительный заработок, то ли вы будете вкладываться в дополнительную сферу. Ну да, здесь очень большая активность. Угу. Смотрите, кто запланировал что-то купить? Купите, но купите не сразу. Что-то, кто запланировал там куплю-продажу, взять кредит, получить какие-то деньги, получить возможность, к примеру, да, расширить или масштабировать свой бизнес, начать больше зарабатывать, найти дополнительный заработок. Но здесь вот прям конкретно, да, у нас сфера денег. Еще королева жезлов может очень активно вкладываться в развитие своего ребенка. То есть, например, искать репетиторов, подготавливать к экзаменам, и это будут финансовые вложения. Кто-то будет даже просить помощи, кто-то будет, может быть, подсчитывать свои деньги, но я вижу, что у вас хватит их. Может быть, кому-то придется найти дополнительную работу, чтобы повысить ваши доходы. Почему? Потому что здесь будут траты. Траты, которые, с одной стороны, вы понимаете, они принесут вам перспективу на будущее, но сейчас вам нужно вложиться. Также, например, купля-продажа недвижимости. Да? Например, кто-то решит расширить свои квадратные метры, а для этого нужны деньги. То есть поиск денег, который увенчается успехом. И то, во что вы будете вкладывать деньги или пытаться на чем-то заработать, вам принесет успех. Почему? Потому что туз жезлов всегда нам говорит о том, что вы на правильном пути. Вы сделаете правильный выбор. Вы вложитесь именно в то, что будет
перспективным. И, между прочим, паж кубков говорит о том, что прибыль или же результаты не заставят себя долго ждать. Так, смотрим, к чему приведет это все. Кстати, кому-то может поступить предложение, какая-то возможность, какой-то шанс подзаработать. Ну, например, на ваших талантах. Кстати, да, если мы не говорим о ребенке, если у вас есть какое-то хобби, вы занимаетесь творчеством, какой-то непрофессиональной деятельностью, ну, это вот пашку или любимым делом, да, ну, не знаю, я там бухгалтер, к примеру, но мне нравится вязать. И вот я по вечерам вяжу. У вас поступит какое-то предложение, даже такое вот очень важно, за которое вам очень хорошо заплатят, и, между прочим, вы на этом можете неплохо подзаработать. Ну вот попросят вас что-то связать, например, там. Ну-ка, давайте посмотрим, к чему это приведет. Вы знаете, у вас будут страхи, а справлюсь ли я, а получится ли у меня? Честно могу сказать, переживаний будет в декабре много, то есть, но здесь больше это ваша неуверенность. То есть, смотрите, девятка пентаклей, да, очень часто у нас проигрывается как карта, а хватит ли у меня ресурсов, хватит ли у меня знаний, а хватит ли у меня опыта, а хватит ли у меня сил, да. То есть девятка пентаклей – это когда вы полагаетесь только на себя. Только на свои силы, только на то, что у вас есть. И вы как будто бы будете бояться, да, что у вас не получится. Но дело в том, что по королеве Пентакли у вас не только получится, но и даст возможность как-то даже расшириться или сделать вот этот заработок основным. Почему Да, потому что здесь, видите, у вас идет, да, у вас идет некая трансформация, когда, может быть, вы раньше думали о том, чтобы это сделать. Ну, например, вот смотрите, да, кто-то хотел, к примеру, да, переехать, продать жилье, купить новое, увеличить свою недвижимость, да, или, может быть, из квартиры переехать там в дом. Или, например, начать обучать ребенка, и вы знаете, что это вам даст возможность в будущем, да, все-таки открыть дорогу своему ребенку, но при этом вам там 5-6 лет надо будет вкладываться и платить за это. И вы этого боялись, а вы все время подвешивали эту ситуацию. Но сейчас, вот именно в декабре, вы решитесь, и, между прочим, вы решите все проблемы, которые будут связаны с этим. Между прочим, здесь также идет очень хороший шанс и возможность получить или реализовать желаемое, но еще как будто бы, вот, например, вы обучаете ребенка, нанимаете репетиторов, и вы понимаете, что это приносит успех. То есть деньги вложенные не зря. Почему? Потому что здесь как будто человек вкладывается, но при этом не верит в успех. Вот не верит в успех. Вот вам в декабре дадут возможность понять, что вы на правильном пути. Кто начинает работать на своем хобби, зарабатывать на своем хобби, да, монетизировал свое хобби, или у вас появились первые клиенты, вы поймете, что в будущем вы на этом сможете конкретно зарабатывать или сделать своим основным заработком. Вот она, королева жезлов. Да, вам принесет это успех. Вам принесет это успех. Как будто у вас тут прозрение, озарение, что почему я раньше так не делала, или почему я раньше на это не решилась. Ну и все-таки, да, туз. Это выход из застоя, возможность стабилизировать свой доход и решить свои финансовые вопросы. Тут именно с деньгами. Так что удачи вам. Кстати, высшие силы прям вас направляют, высшие силы вам помогают. Ангелы, видите, 2 ангела выпали, которые дают вам туз пентакли. А туз пентакли – это прям, вот знаете, как снег на голову. Возможность заработать, возможность увеличить, возможность получить и так далее. Так что, королева жезлов, пользуйтесь шансами, возможностями, не бойтесь, откидывайте все ваши страхи. Почему? Да потому что в декабре вы будете под защитой высших сил.
И то, что вам дается, 100% принесет успех. Так, ставьте лайки, пишите «принимаю», «забираю». Королева Пентакли. Здравствуйте, мои хорошие. Тема расклада – события декабря. Что будет в декабре? Посмотрим сейчас. Рассмотрим. Одно событие. Расклады на декабрь уже есть на канале, и про личную жизнь, и про то, что ждет. Кстати, в конце недели выйдет у нас расклад. Так, перевернула колоду. На зиму, то есть что ждет. Одна карта у меня была перевернута, вроде бы готова, видно, пока готовила. Итак, события. Угу. Угу. Смотрим на прямых позициях. А с чем связано? Шанс с чем связан? Угу. Так, королева Пентакли, готовьтесь, в вашу жизнь здесь придет человек из прошлого. Человек из прошлого, который будет пытаться вернуть вас в отношения. Будет вам предлагать восстановление отношений, будет на самом деле стараться что-то для вас сделать, будет пытаться завоевать ваше доверие и исправить ту ошибку, которую он совершил в прошлом. Почему? Потому что здесь мужчина ошибся. Вот прям ошибся. Или в отношении вас, да, то есть он вас недооценил. Он на самом деле как-то повел себя глупо, да. То есть семерка кубков то ли поддался соблазну, то ли просто, знаете, думал, было ошибочное мнение, да. Вот сейчас человек идет для того, чтобы вам предложить серьезные отношения. Отношения, которые дадут вам перспективу на будущее. Отношения, которые могут изменить вашу жизнь. Отношения, которые, между прочим, могут дать вам перспективу. То есть человек созрел для того, чтобы изменить свою судьбу. Но этот человек из прошлого. У меня две прям конкретно карты указывают, которые прям указывают на возвращенца. То есть долго он думал, долго его не было. И, между прочим, по императрице мужчина не просто так идет. Он идет уже прям конкретно с серьезными предложениями. То есть он готов вложиться в стабильные отношения с перспективой на будущее. Ну-ка, давайте посмотрим все-таки. К чему приведет это событие? Ну, вам придется столкнуться с ним. Прям будет очень сильно раскаиваться, и прям разговор вас ждет важный. К чему приведет это событие? Вы знаете, с одной стороны, по девятке Пентакли вы обретаете некую уверенность, то есть, вот вы такая, я незаменимая, ну и правильно, да? Такая, как вы, как говорится, одна на миллион, и вы это четко поймете, что сколько бы мужчина ни искал, а вот именно такую женщину с такими качествами, искреннюю, добрую, да, отзывчивую, может быть, умеющую что-то прекрасно делать, может быть, умеющую создавать комфорт, уют, да, не так-то уж и легко найти. Поэтому, конечно же, вы поймете, что вас ценят, вас оценили и, конечно же, вами дорожат. Но, с другой стороны, это вызовет некую головную боль. А хотите ли вы с этим человеком строить отношения? То есть он готов и на серьезные какие-то планы в отношении вас, и на прояснение ситуации и так далее. А вы в Луне. Во-первых, я не знаю, вообще стоит ли мне вообще с ним опять связываться, нужен ли именно он мне, да, и хочу ли я с ним продолжение. То есть, понимаете, когда вы этого хотели, мужчина был не готов. А теперь, когда он для этого созрел, вы как будто уже и передумали, и для вас это не такая уж и важная цель в жизни.
Поэтому вы будете думать, вы будете все взвешивать за и против, и вы будете, может быть, даже где-то копаться сама в себе для того, чтобы понять, что именно я хочу. Ну да, а человек идет прям с серьезными предложениями, он идет прям для брака, прям для брака, прям конкретно решил. А что ж вас так по луне так волнует? Ну, во-первых, вы уже знаете, какой он человек, и что в данный момент, вы знаете, здесь как будто бы нет доверия. Вот если человек один раз предал, да, тяжело вернуть доверие. Вот тяжело, на это нужно время. И вы, кстати, дадите ему время для того, чтобы он доказал, что вы сможете ему доверять. Хотя для вас это будет ситуация немножко эмоционально такая напряженная. То есть он явно нарушит ваш покой. Вот честно говорю, да? И к чему это приведет? Мгм. Ну, в декабре вы будете только присматриваться, будете ли вы с ним счастливы или нет. Вообще, конечно же, если дадите шанс, то можно построить что-то важное. Но это будет зависеть от вас, от вашего желания, от ваших потребностей и от того, насколько вы готовы простить этого человека. Ну что, вот такое событие у вас в декабре, так что с ним вам придется столкнуться. Удачи вам, всего вам самого хорошего. Мы обязательно увидимся в следующих эфирах. Пока-пока, ваша Елена.